Всем привет, с вами Андрей, портал Smartphone.ua, а на тесте игровая клавиатура Hathor Starfall. Она, во-первых, интересна своей ценой – 1000 гривен. Это механика, у нее Rainbow RGB подсветка, переключатели OTEMU и металлическая панель под раскладку. Выглядит красиво, как на деле, какие характеристики, какие возможности и впечатления от этой клавиатуры дальше в обзоре. Начну с комплекта поставки. Коробка лаконична, но информативна. Внутри руководство пользователя, ключ для снятия колпачков и сама клавиатура. Перехожу к обзору корпуса Hathor Starfall. Внешне тут сочетается массивная металлическая подкладка и пластиковый корпус. Нижняя часть в основном пластик и 4 прорезиненных ножки. И еще 2 ножки приподнимают заднюю часть клавиатуры, чтобы вам было удобнее работать. Эти элементы не получили резиновых накладок, но в принципе они им и не нужны. Кабель длиной 1,80 м имеет небольшой эффект памяти и, как видите, его можно вывести не только по центру клавиатуры, но и направо и налево через специальную канавку. Это удобно. Также внизу небольшая наклейка с техническими данными об изделии. Возле USB-порта ферритовый фильтр, защищающий от помех, а вилка USB покрыта золотистым напылением. Сцепление клавиатуры даже со скользкими поверхностями достаточное. Нужно признать, что металл сверху действительно усилил конструкцию. Корпус не хрустит и не скручивается. С включенной подсветкой, а днем и без нее, обозначения на клавишах читаются хорошо. По сборке все четко, никаких нареканий ни к деталям, ни к качеству их подгонки в единую конструкцию. Так, что у нас сверху? А здесь 104 клавиши, полноценная раскладка и дополнительный цифровой блок. Из надписей на металлической основе только Hathor, логотип и 3 подписи светодиодов. Возможно, для вас необычная реализация, потому что блок с принтскрином перенесен над стрелочками, а не на бок. Но и такое бывает и часто практикуется, в том числе и конкурентами. То, что производитель использовал в корпусе металл, а именно вот эту вот панель, которая по длине занимает всю площадь, считаю разумным решением. Это хоть и утяжеляет конструкцию, но корпус становится мощнее, клавиатура тяжелее и, соответственно, сцепка с столом надежнее. Не дергается, когда вы делаете резкие движения и удары по кнопкам. Ну а дальше детально о переключателях. Моя обозреваемая Hathor Starfall укомплектована переключателями OTEMU, которые являются практически полным аналогом популярных Cherry MX. Таким образом, если вы хотели или любите Cherry MX, но денег не хватает, тогда берите OTEMU. В плане надежности эти переключатели не уступают Cherry MX, предлагая последовательное и надежное тактильное впечатление. Между собой кнопки совместимы, что также плюс. Переключатели OTEMU не подведут вас ни в процессе игры, ни тогда, когда вы выполняете офисные задачи. О раскладке я уже сказал, она обычная, полноразмерная, привыкания не требует. Что особенно хочется подчеркнуть, что Hathor Starfall подойдет не только тем, кто любит поиграть, но и тем, кто много набирает текстов. Но здесь важный нюанс. Вам должно нравиться, как стучат клавиши. Вы удивитесь невысокому уровню шума. Вам понравится тактильная отдача, и вы не устанете набирать даже длинные тексты. Это я проверил на себе. Если вам не хочется смотреть это видео, а хочется прочитать и вникнуть, тогда ссылка на текстовый обзор этой клавиатуры в описании к этому ролику на портале Smartphone.ua. Переходите, смотрите и пишите свои отзывы. Также в описании к этому ролику ссылка на официальный сайт производителя и на e-каталог, где актуальная цена на эту клавиатуру. На этом о переключателях и внешности закончили. Если интересуют какие-то точные цифры, они перед вами. Те, что можно было проверить, я проверил, производитель не обманывает. Ну а напоследок впечатление о подсветке. Во-первых, она равномерная, без ощутимых пересветов или откровенно темных участков, потому что подсвечивается каждая клавиша.
Кроме того, покупатель этой клавиатуры получает несколько режимов подсветки, и они легко меняются нажатием комбинации клавиш. Для этого даже не нужно заглядывать в инструкцию, но если хотите что-то перенастроить, советую почитать. Там все подробно расписано, а потому повторяться в видео не вижу смысла. Лучше посмотрите еще пару вариантов того, как может светиться Hathor Starfall. Пришло время подвести итог. Hathor Starfall с переключателями OUTEMU подарит вам максимально возможный игровой опыт, который только можно купить за 1000 гривен. Устройство подойдет как новичкам, так и тем, кто уже имеет определенный багаж навыков и умений, а также знает, чего он хочет от игровой клавиатуры. На этом у меня все. Если остались вопросы по Hathor Starfall, задавайте в комментариях, попробую ответить. От себя рекомендую это устройство. Как минимум, если выбираете игровую клаву, тогда это должна быть у вас в списке рассматриваемых. На этом все. Всем пока.